Здравствуйте! Вас приветствует Самсонова Алла Владимировна. Я заведую кафедрой биомеханики в Университете физической культуры имени Петра Францевича Лесговта, а также являюсь преподавателем в колледже фитнеса и бодибилдинга имени Бена Вейдера. Тема сегодняшней лекции – как сокращаются наши мышцы. Это очень важная тема. Вы улыбаетесь, мышцы сокращаются. Играет Плетнев второй концерт Рахманинова, работают мышцы. Поздравляет наш президент нас с Новым годом, тоже работают мышцы. Спортсмен устанавливает мировой рекорд. И тут не обойтись без сокращения мышц. Вы видите, какая это важная тема. Если мышца не сокращается, человек жить не может. Итак, приступим. Но прежде чем мы будем говорить о сокращении мышц, нам необходимо вначале разобраться, как устроены наши мышцы. Мышцы – очень сложные структуры. Они состоят из большого количества мышечных волокон. Мышечных волокон в мышце огромное количество, более 100 тысяч. Каждое мышечное волокно имеет сократительные элементы. Эти сократительные элементы называются миофибрилы. Удивительно, но миофибрилы не имеют оболочки. Оболочкой для миофибрил служит саркоплазматический ретикулум. А поперек мышечного волокна идут Т-трубочки, которые открываются на поверхности определенными отверстиями. Это очень важно для процесса сокращения. Двинемся дальше. Каждая миофибрила состоит из огромного количества сократительных элементов, которые называются саркомеры. Каждый саркомер отделен друг от друга Z-дисками. В одной миофибриле длиной 5 сантиметров содержится 20 тысяч саркомеров. Вот какие они маленькие. Однако, обратите внимание, саркомер – это объемный объект. Он представляет собой маленький цилиндр. И вот эти маленькие цилиндры друг за другом составляют миофибрилу. Можно сравнить миофибрилу со стеблем бамбука. А Z-диски играют роль тех дисков, которые находятся посередине и разделяют секции бамбука. Чаще всего в наших учебниках саркомер представлен в следующем виде. Вот на этом слайде он очень хорошо виден. И вы к этой картинке давно привыкли. Но эта картинка показывает нам саркомер в плоскости. А саркомер, я только что сказала, это объемный объект. Когда мы смотрим на этот слайд, нам кажется, что саркомер состоит из 3 толстых дисков, филаментов, которые у нас находятся посередине, и нескольких 4 тонких филаментов с одной стороны и 4 тонких филаментов с другой стороны. Однако это совсем не так. Впервые на эту особенность обратил внимание известный гистолог Александр Николаевич Студицкий. Изучая саркомер, он выделил в нем структурные элементы, которые образно сравнил с карандашами. Итак, что же представляет из себя этот структурный элемент? Внутри структурного элемента находится толстый филамент. А с одной стороны, слева и справа по 6 тонких филаментов. Если сравнить этот структурный элемент с карандашом, то толстый филамент – это грифель карандаша, а тонкие филаменты расположены на гранях карандаша. Я называю этот структурный элемент сотом. В одном саркомере, который имеет поперечное сечение 1 микрометр квадратный, содержится более 1000 таких структурных элементов, а не 2 или 3, которые мы видим на нашем предыдущем слайде. То, что я права, убеждает поперечное сечение саркомера
Фотографии поперечного сечения саркомера, которые сделали ученые. В области, где у нас пересекаются толстые и тонкие филаменты, мы четко видим гексагональную упаковку. Внутри толстый филамент, а на краях шестиугольника тонкие филаменты. Еще более наглядно это видно на фотографии, сделанные Хаксли. На этой фотографии вы видите огромное количество структурных элементов, и они очень похожи на пчелиные соты. Именно поэтому мы называем их сотами. Давайте движемся дальше. Для чего же это нам нужно? Введение вот такого глубокого понимания строения саркомера. Оказывается, это зато очень хорошо объясняет, как растут наши мышцы. Ведь нам не нужен просто синтез белка. Когда мы занимаемся силовой подготовкой, мы строим наши органеллы. Вначале у нас появляется один структурный элемент, затем на нем появляется новое кольцо. И таких колец в одном саркомере может быть 20 и более. Немножечко поговорим о строении толстого филамента. Всем известно, что толстый филамент состоит из молекул миозина. У молекулы миозина есть хвост и есть головки. Ученый Сент-Дьорди установил, что если в раствор накапать молекулы миозина, они сами притянутся, и возникнет толстый филамент. Тонкий филамент состоит из 3 основных белков. Это актин, тропонин и тропомиозин. Ну вот, в принципе, мы с вами познакомились кратко о том, как устроены наши мышцы. Давайте теперь перейдем непосредственно к рассмотрению процесса сокращения мышечного волокна. В покое наше мышечное волокно парализовано. Оно снаружи имеет положительный заряд, а внутри отрицательный. Снаружи в тканевой жидкости, которая омывает мышечные волокна, много натрия, а внутри есть калий, но все равно больше у нас отрицательных зарядов. Разность потенциала мышечного волокна составляет 90 милливольт. Это мышечное волокно в покое. Как же начинается процесс сокращения? По аксону к мышечному волокну подходит нервный импульс. Место соединения аксона с мышечным волокном называется нервно-мышечным соединением или синапсом, или концевой пластинкой. Как только прошел нервный импульс из аксона в место, где соединяется аксон с мышечным волокном, выделяется медиатор ацетилхолин. Попадая на поверхность мышечного волокна, ацетилхолин соединяется с рецепторами сарколеммы мышечного волокна и, подобно ключику, открывает натрии-калиевые каналы. В мышечное волокно начинает поступать натрий. Происходит деполяризация, локальная деполяризация мышечного волокна. И после этого этот процесс деполяризации начинает распространяться по всему мышечному волокну. Открываются каналы натрия, и в мышечное волокно входят ионы натрия. Мышечное волокно меняет свою полярность. Это и называется возникновением потенциала действия. Потенциал действия проникает через отверстия, через Т-трубочки и достигает саркоплазматического ретикулума. А как вы знаете, в саркоплазматическом ретикулуме имеется много кальция. Ионы кальция выделяются в саркоплазму мышечного волокна, и когда их концентрация достигает определенного порога, они начинают соединяться с белком тропонином.
Тропонин меняет свою конфигурацию и приподнимает тропомиозиновые трубки. Тропомиозиновые трубки закрывают на актине активные центры. Пока они закрыты, миозиновые головки не могут соединиться с актином. Но как только они открываются, возможен процесс сокращения. Над процессом сокращения, над объяснением механизма процесса сокращения бились многие ученые. В середине 20 века ученые установили следующее. Толстый филамент при сокращении саркомера находится посередине и не меняет своей длины. Тонкие филаменты тоже своей длины не меняют, однако они скользят вдоль толстого филамента. Именно поэтому эта теория получила название теории скользящих нитей. Что же происходит в этот момент? Миозиновые головки начинают соединяться с актином. В этот момент они поворачиваются и смещают тонкие филаменты к центру саркомера. Соединение миозиновой головки с актином по-другому еще называется поперечный мостик. Каждая миозиновая головка за 1 секунду выполняет до 5 циклов смыканий и размыканий. На каждое смыкание и на каждое размыкание тратится энергия, расходуется молекула АТФ. Итак, миозиновые головки, поворачиваясь, тянут тонкие филаменты к центру саркомера. Постепенно расстояние между Z-дисками уменьшается. Таким образом, саркомер уменьшает свою длину. Как вы помните, в одной миофибриле может быть до 20 тысяч саркомеров. Естественно, уменьшается длина миофибрилы. А так как наши миофибрилы соединяются при помощи белков, которые называются костомеры, с поверхностной мембраной мышечного волокна, уменьшается и длина мышечного волокна. Сокращаясь, мышечные волокна тянут сухожилия и приводят в движение звенья опорно-двигательного аппарата. Итак, процесс расслабления начинается с того, что открываются калиевые каналы, и ионы калия выходят наружу мышечного волокна. Однако сейчас снаружи много калия, а внутри мышечного волокна много натрия, а в исходном состоянии все наоборот. Поэтому начинают работать натрий-калиевые насосы, которые выкачивают натрий из мышечного волокна и закачивают калий вовнутрь мышечного волокна, а для этого нужна энергия. Помимо этого, активно работает кальциевый насос, который закачивает кальций в саркоплазматический ретикулум. Хочу заметить, что кальций не только друг мышечного волокна, он еще и враг ему. Дело в том, что кальций запускает процесс, при котором расщепляются мышечные белки, а именно он активирует особые ферменты, протеазы, которые и разрушают наши органеллы. Итак, закачан кальций, отработали натрий-калиевые насосы, мышечное волокно расслабилось. И вот теперь, когда мы рассмотрели процессы сокращения и расслабления мышечного волокна, мы можем понять, почему возникают мышечные судороги. Иногда вам говорят, судороги возникают из-за того, что не хватает калия и магния. И теперь, рассмотрев процесс сокращения, вы понимаете, если не хватает ионов калия, то потенциал действия не может быть прекращен. Магний активирует работу кальциевого насоса. Если его не хватает организму, он плохо работает.
кальциевый насос. Но и самое главное, вы хорошо знаете, судороги часто возникают после большой тяжелой тренировки, когда очень много энергетических веществ в мышце израсходовано. Нашим мышцам просто не хватает энергии для того, чтобы работали наши кальций, натрий и калиевые насосы. Ну, в общем-то, вот и все, что я хотела вам сегодня сказать. До свидания. Подписывайтесь на наш канал.